Уже больше 30 лет. 30 лет я учу людей простым действиям. Как быть настоящим мужиком. Контролю эмоций, дисциплине, понятиям, кодексу воина, нормам этики и морали. Как быть непробиваемым. Как не бояться удара, который уже летит в твое лицо. 30 лет я учу видеть этот замах. Начало движения, уходить в сторону, защищаться и при этом еще отвечать контрударом. Или принимать эти удары в себя и при этом не сломаться. Но это еще не все. 15 лет я учу тактике и стратегии выживания в боевых условиях. Ножевому бою, тактической стрельбе. И все это мои знания. Потому что я шихан. Я шихан боевых искусств. Настоящий воин. Не книжный. Сенсей, тренер, инструктор уголовного розыска, спецподразделений, ЧВК. И я это делаю внимательно, на секундочку, 34 года. И только за период с 2011 по 2017 год у меня по списку обучалось больше 15 тысяч человек. А теперь я захожу в интернет и вижу там, как миллионы людей учат других по роликам в интернете, как правильно бить. При этом сами ни разу в жизни не пропустили по лицу. Не сидели в окопе, пули не свистели над головой. Их кулак, их знание – это клавиша Enter на клавиатуре. Их нокаут – это смайлик, их ринг – это диван, а тренер – это мама, которая кричит: «Вася, иди поешь борща, остынет». Они называют себя диванными боксерами или великими воинами и раздают советы, как правильно бить. Нет, ребят, вы не боксеры, не воины и даже не спортсмены. Вы лузеры и зрители. Боксер, даже плохой боксер, он там, в октагоне, в клетке, на ринге, а воины, они на СВО. И все они боятся. Боятся, потеют, у них кровь во рту или осколок в ноге или груди. А вы это, я даже не знаю, как вас назвать. Зрители, которые просто смотрят и думают, что все знают. Но это все цветочки. Уже больше 48 лет я занимаюсь оккультной магией. Йога шмога, ян цигун, дао шмау лаугун, сновидение, сталкинг, дзен-буддизм и по жизни пофигизм. ЧСВ, жалость к себе, страха нет вообще нигде. Философию пишу и коаны раздаю. В общем, пишу философские стихи. И ко мне приходят другие. Те, кто не ударил и кулаком-то ни разу. И им мало просто учить, как правильно драться. Они учат, как жить. Они учат правильной жизни. Как спасать мир. Они аватары. Цари. Перевоплощение аватара Калки. В каждом втором телеграм-канале мессия и спаситель мира. В каждой третьей голове царь всея России. Пишут мне в личку: «Ты грешник, ты идешь путем тьмы, тебя покарает Господь». А я такой открываю ихнюю аватарку, а там парень с перекошенным лицом на фоне гаража. Или девушка с котиком. Цари, аватары в домашних тапочках. Вы знаете, что такое настоящий удар? Или выстрел? Не метафорический, а настоящий. От профессионала. Ты его не видишь. Ты слышишь только хлопок. Пах! А потом тишина. И ты падаешь. И в этой тишине нет ни гнева, ни ненависти. Есть только факт. Ты пропустил. Ты ошибся. Ты в лучшем случае в нокауте, а в худшем ты умер.
И все эти аватары и их божья кара – это как плевок из-за угла. Шумно, мокро, противно, но не больно. Потому что в плевке нет силы. В нем только слюна и детская наивная агрессия. И я такой смотрю на все на это, смеюсь и думаю, вот что с ними делать? Ну так вот, по-уличному. Как в 90-е, например. Поймать где-нибудь в подворотне и объяснить им все про царя, про величие и про аватара Калки. И про оскорбление всех тех, кто смотрит на этого персонажа, как на бога. Но нет. Потому что драться с ними – это как драться с тенью. Ты пройдешь сквозь нее, она будет снова кричать у тебя за спиной и брызгать слюной. Но есть и другое решение. Очень старое библейское решение. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы думаете, это про слабость? Нет, это про уважение, понимание, смирение, милосердие, сострадание, понятие, про кодекс воина, про самую высшую технику и самую сложную. Попробуйте сами. Попробуйте, когда вам в лицо льют грязь, плюют в лицо, а вы на самом деле это страшный монстр, который может убить одним ударом. И при всем при этом улыбаться и говорить: «Да пребудет с тобой сила и мир, брат, и дай Бог тебе здоровья». Это как принять жесткий лоу-кик. Не блоком, а мягким уходом. Удар проходит мимо тебя куда-то в пустоту, а тот, кто бил, теряет равновесие от собственного усилия и падает. И он падает не в твоих глазах, а там, внутри себя. Все ниже и ниже опускается во тьму своей глупости и непонимания. Когда мне пишут: «Ты слуга сатаны», я отвечаю: «Спасибо за заботу о моей душе. Я помолюсь за вас обязательно. Сегодня». Когда мне говорят: «Я Калки, а ты червь под моими ногами», я пишу: «Да исполнится воля и миссия твоя. Миру нужны герои». И знаете, что происходит? Тишина. Полная, абсолютная тишина. Они готовы к бою, к спору, к битве, к войне священных текстов. А ты просто кланяешься и отходишь в сторону. И их гнев повисает в воздухе. Им не на что реагировать. Их меч рубит пустоту. Это и есть настоящее айкидо духа. Это и есть настоящий воин, который не сопротивляется злу силой, а перенаправляет его энергию в пустоту. Я не святой, не боец. Я старый воин, который смотрит на все на это, улыбается и молчит. Во мне еще много злости, но я учусь. 48 лет я учился драться и бить других людей. А теперь я учусь не драться. И это в 1000 раз сложнее, чем учиться кого-то бить. Морально или физически. Так что всем диванным боксерам, всем аватарам, грядущим царям, пророкам, магам, эзотерикам, астрологам, гадателям из соседнего подъезда я не желаю зла. Я желаю вам одного: найти в жизни хоть один настоящий удар. Не в монитор, а в вашу плоть. От реального мира или от какого-нибудь реального бойца. Чтобы вы наконец-то почувствовали разницу между болью
и словами, между смирением и страхом, между тем, чтобы быть воином на словах в своей голове, и тем, чтобы просто молча стоять на ногах, когда вам трудно и больно. А потом, глядишь, и борщ у мамы будет вкуснее, и котик на аватарке милее. И не нужно будет никого спасать. Потому что прежде чем спасать мир, сначала нужно спасти себя, свой разум, здравомыслие и душу.